И после 2 лет Сергей сделал мне предложение выйти замуж, зарегистрировать официально наши взаимоотношения. Мы подали заявление, поженились, и день нашей свадьбы, он был необычным, не таким. Это была не такая свадьба, которая обычно бывает вот у молодых пар. У нас не было свадебной машины, у нас не было вот этого куклы, букета на капоте автомобиля, не было в ЗАГСе белого платья, не было костюма у жениха. Мы договорились, что у каждого из нас было свое понимание, каким будет его свадьба. В моем понимании это, конечно, больше такая традическая, классическая, традиционная классическая свадьба, а Сергею хотелось немножко другого. И мы сошлись на том, что в ЗАГС мы поедем на мотоциклах, а после ЗАГСа будет все остальное, то, чего я хотела. Рано утром мы встали, привели себя немножко в порядок, одели джинсы, кожаные куртки, взяли шлемы, сели на мотоцикл, подъехали наши друзья тоже на мотоциклах, и в таком составе, в таком виде мы поехали в ЗАГС. Когда мы подъехали к ЗАГСу, сотрудники этого ЗАГСа, они немножко были шокированы, потому что в их практике это было впервые. Обычно все было по-другому и более привычно. И такую парочку они видели впервые. И сотрудница, которая регистрировала наш брак, когда дошел момент до фразы «молодожены, обменяйтесь кольцами», она сказала: «молодожены, обменяйтесь шлемами». Это было в тот момент очень, скажем так, комично и забавно. Мы посмеялись, обменялись шлемами и кольцами, тем не менее. Вышли из ЗАГСа, сели на мотоцикл и поехали кататься по Москве. После того, как покатались, приехали домой, переодеваться, готовиться к торжеству в кафе, где нас ждали уже родственники. И наша свадьба, она была, скажем так, скромная, но очень душевная, потому что не было каких-то непонятных, скажем так, дальних родственников, которые бывают на свадьбе, и жених с невестой не всегда в курсе, кто это. У нас такого не было. Наши гости — это были наши друзья, родители и крестные родители, и наши самые-самые близкие родственники. И от этого, наверное, было как-то очень душевно в этот день. После нашей свадьбы мы отпраздновали нашу первую годовщину 5 лет. И хочу сказать, что за эти 5 лет я ни разу не пожалела о своем выборе, что я согласилась стать женой этого человека. И, наверное, кто-то сейчас, особенно хейтеры, которые пишут всякие неприятные вещи под прошлыми моими видео, напишут: ну, конечно, выйти замуж за москвича — это же счастье для такой, как ты, приезжий в Москву. Но я вас хочу сразу огорчить, наверное, господа хейтеры, что я выходила замуж не за квартиру, и после нашей свадьбы, когда Сергей предложил меня прописать туда, я отказалась от этого, потому что со стороны его сестры первое время были какие-то намеки на те стереотипы, которых я боялась. И чтобы доказать ей и, наверное, всем
родственникам Сергея, что мне не нужна квартира, и я живу там пока, и что я живу в этой квартире, пока живет там мой муж. Если когда-нибудь мы решим, что мы не можем быть вместе, я просто спокойно уйду и без каких-либо претензий и заявлений, что я хочу тоже часть этой квартиры. Поэтому я отказалась от прописки в этой квартире и жила просто с одной регистрацией. И, казалось бы, московская прописка могла бы на тот момент в плане работы даже сделать мою жизнь гораздо легче, но это был мой выбор. Я отказалась от этого, продолжала работать продавцом. Спустя некоторое время мне удалось немножко продвинуться по служебной лестнице, стать товароведом в магазине, в котором я работала. Через 2 года после нашей свадьбы я приняла решение, что я хочу поступать в университет и хочу получить высшее образование. Сергей, мой муж, он поддержал меня в моем решении. Я подала документы, поступила, сдала экзамены, поступила и на заочную форму обучения. И, правда, на работе мое решение о моем поступлении приняли не очень хорошо, потому что учебные отпуска они не подразумевались на работе. И мне сразу дали понять, что если я хочу учиться, то все свои законные отпуска я должна буду брать именно во время экзаменационной сессии. Я согласилась на это, когда пришла домой, рассказала об этом своему мужу. Думала, что он не очень хорошо к этому отнесется, потому что это означало, что у нас просто-напросто на протяжении 6 лет не будет совместных отпусков, и мы не сможем никуда куда-то отъехать и провести это время вместе. И он это решение принял с достоинством и с пониманием. Спустя какое-то время он нашел себе новую работу именно в том графике, чтобы мы могли вместе работать и 2 дня работать и 2 дня проводить вместе время, чтобы таким образом как-то компенсировать отсутствие отпусков в нашей жизни на следующие 6 лет. И я очень благодарна ему за это решение, за этот его подход, потому что это решение сблизило нас еще больше. Мы больше стали времени проводить друг с другом. И прожив так 3 года, мы приняли решение, что нужно что-то дальше в нашей совместной жизни менять, потому что вдвоем уже как-то спустя такое время, что хотим ребенка, но на протяжении 3 лет после нашей свадьбы мы, конечно, старались над этим моментом, но Всевышний не давал нам этого счастья стать родителями. И у нас осталось 2 возможности стать родителями. Это прибегнуть к современной медицине, и если это не поможет, то взять ребенка из детского дома. И на оба варианта мы вдвоем согласились. И осенью этого года мы начали подготовку к тому, чтобы сделать ЭКО, но, к сожалению, не успели, потому что случилось событие, после которого Сергея не стало. Это событие случилось в тот момент, когда
Ты живешь с человеком, строишь планы, уже буквально поверил в них, в осуществление, что это все случилось с тобой, и думаешь, что твоя жизнь еще лучше станет. Но в один день просто это все закончилось. Накануне этого дня мы с Сергеем вышли оба на работу, пришли на трамвайную остановку. Я дождалась своего трамвая, села и из окна смотрела на Сергея. Мы помахали друг другу ручками, слали воздушные поцелуйчики, посмотрели друг другу в глаза, улыбнулись. Я уехала на работу, а он остался ждать свой трамвай. Когда я ехала в трамвае, я не знала, что это последний момент, когда я вижу своего мужа живым, что я никогда больше не увижу эту улыбку на лице, не увижу его сияющие добрые глаза. Он уехал на свою работу, ночную смену. На следующий день я отправилась на работу, я уже его не видела. Отработав день, я понимала, в какое время он должен был собираться в дорогу, ехать в Тульскую область на дачу забирать своих родителей после летнего сезона, который они там провели. И днем, когда он был в дороге, мы с ним созвонились, коротко пообщались. Я понимала, что он за рулем, долго не могла разговаривать. И мы сказали друг другу, что любим друг друга. И последнее, что я слышала от Сергея, от своего мужа: «Пашонок, я тебя люблю и уже сильно скучаю по тебе. Но ты не грусти, я скоро вернусь». И эти его слова, они были последними, которые я слышала. После этого я отработала свою рабочую смену. И по времени я уже понимала, когда он должен был приехать туда, на дачу к родителям. Беру телефон, звоню. Телефон, абонент не абонент. Я не понимаю, что происходит. Звоню и звоню снова и снова, но в трубке тишина. Потом успокоила себя тем, что, возможно, в деревне нет связи. Такое иногда там бывало. И сидела дома, ждала звонка, думала, ну вот, скоро он позвонит и скажет, что все хорошо, он доехал, что вот просто сели с родителями, посидели, засиделись, и забыл позвонить. Очень ждала, что это будет так. Но этого не случилось. Вместо этого зазвонил телефон, я беру трубку, а там звонок от моей подруги, той самой, которая познакомила меня с Сергеем, благодаря которой я обрела это счастье в своей жизни. И услышала слова от нее: «Марин, прими мои соболезнования». Я сначала не поняла, какие соболезнования, в чем дело, что происходит. И первая моя мысль была, что наша бабушка, которая жила с нами в тот момент, она находилась в больнице на лечении. Я думаю, что с ней что-то случилось, ее не стало. Переспросила, что с бабушкой, откуда ты вообще знаешь эти вести, эту новость. И она мне сказала: «Марин, не бабушка, Сергей погиб». Когда я услышала эту фразу, я сначала не поверила, это не может быть, что это какая-то ошибка, какая-то шутка нелепая. Бросила трубку. Через несколько минут звонит
ее муж моей подруги. Я понимаю, что это правда. Он говорит мне то же самое. И тут до меня доходит смысл вообще всех этих слов. Я понимаю, что мой мир, который я построила на тот момент, он просто рухнул. И все наши мечты и планы, о которых мы так долго мечтали, что этого больше ничего нет, что нет человека, с которым я обо всем этом мечтала. Через несколько дней после этого началась новая реальность. Это Тульский морг, забор тела из морга, похороны и кладбище, на котором я провела первые месяцы своей одинокой жизни. Этот человек стал для меня всем: домом, защитой, опорой, мужем, другом, всем тем хорошим, что было в моей жизни на тот период. Смерть моего мужа, она разделила мою жизнь на до и на после. Но сегодня я рассказываю эту историю не для того, чтобы вызвать жалость в своем зрителе, а для того, чтобы сказать всем тем, кто, возможно, в своей жизни сейчас тоже пережил утрату или, возможно, переживает ее, что после ухода из жизни наших любимых, близких людей жизнь, она продолжается, несмотря на это трагическое событие. Жизнь, она продолжается, она не стоит на месте. Да, нужно будет время прожить, принять и пережить эту ситуацию, но жизнь не стоит на месте. Потихонечку эта боль уходит и становится не такой сильной, как в первый момент, в первые годы жизни без близких людей. Просто верьте, что жизнь после таких событий, она есть, но какой она будет, зависит от нас. Я смогла пройти этот путь, пережить, и о том, что было со мной в дальнейшем, я продолжу рассказывать в своих следующих видео. Всем спасибо, кто посмотрел и досмотрел это видео до конца. И хочу сказать всем вам: берегите себя, берегите своих близких, потому что никто не знает, что ждет нас завтра. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч!